Добрый день. В эфире программа «Процесс. Итоги недели». И сегодня здесь, в студии пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Вадим Клюгант, адвокат Михаила Ходорковского, и Александр Аузан, экономист, политолог, президент Института национального проекта «Общественный договор». Первый вопрос к Вадиму Клюганту, который только что приехал с очередного судебного заседания с начала недели. Скажите, вот вообще в какой степени вы рассчитываете на верховенство права на данном этапе этого процесса? Если же не на это, то тогда на что? Хороший вопрос. Знаете, на верховенство права нельзя рассчитывать на каком-то отдельно взятом этапе. Оно как беременность, либо оно есть, либо его нет. И вот как здесь? Мы не находим пока признаков верховенства права. Если они появятся, это будет сразу заметно, я вас уверяю. Потому что это сразу повлияет на решение, на исход дела. Вопрос был задан скорее из-за второй его части. Если не на это, то тогда на что? Ни на что, на то, что они появятся. На то, что совместными усилиями изнутри и извне будут подвигнуты такие тектонические перемены, которые сделают декларацию, каковую мы слышим уже 2,5 года, о том, что верховенство права – это наше все, сделают реалии вот в данном конкретном деле и в отношении конкретных судеб, конкретных людей. А подытожьте, пожалуйста, кто конкретно должен потрудиться в этом направлении? А у нас есть гарант Конституции, он же глава государства, он один. Он один, и это его основная работа – быть гарантом Конституции и гарантом прав граждан, которые мы доверили эту работу. И он нам объясняет уже 2,5 года, что он ровно для этого хотел стать и стал президентом страны. Александр Аузан недавно говорил на 6-х ходорковских чтениях о выходе из дела ЮКОСа. Итак, вот как бы вы могли подытожить, все-таки есть он на сегодняшний день или нет? Видите вы? Ну, я хотел бы поспорить с замечательным адвокатом Вадимом Клюгантом. У меня, конечно, очень внешнее ощущение, но я был на первом процессе. И второй процесс отличается радикально, потому что идет реальный бой. Точнее всех, по-моему, сказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, когда он брал интервью у Медведева, помните, там это было год назад, да? Он сказал, что вы должны каждый день звонить судье Данилкину и повторять: вы независимы, вы независимы. Я бы не считал процесс предрешенным, потому что он радикально отличается и по контексту от первого процесса. Он ни в ту, ни в другую сторону не предрешен. Каковы есть шансы на какой-то положительный исход? Посчитать в процентах? Если угодно. Я в последний раз был на суде, когда заявлялся очередной отвод судье, что по существу судья стоит перед необходимостью говорить о фальсификации обвинения и об уголовной ответственности тех, кто начал процесс. Вот на это очень сомнительно, что суд и власть могли бы пойти. Не знаю, возможно ли такое решение, которое не добавляло бы судебный срок, но думаю, что это один из возможных выходов, когда признаются какие-то второстепенные моменты, срок реально не увеличивается, и из тюрьмы и Лебедев, и Ходорковский выходят 25 октября 2011 года. Юрий Шмидт сказал, что Путин может принять решение об освобождении Ходорковского и Лебедева только в случае, если совокупный ущерб его интересам от удержания их в тюрьме однажды превысит страх перед их освобождением. Согласны ли вы с этим? Должно быть внятно и громко сказано, и понятно, кому это должно быть сказано, что инструкция 2003 года о том, что делать с Ходорковским и с ЮКОСом, утратила силу вот с такого-то момента. А дальше смотри пункт 1 про закон. Вот и все. Это тот язык, на котором сегодня разговаривает вся бюрократия, а судейская вертикаль, к большому сожалению, сегодня мыслится не как судейство, а как бюрократия в массе своей. Должна сложиться такая критическая масса. Вот справедливо было упомянуто о системных негативных последствиях, я бы даже сказал, разрушительных последствиях для страны. Вот сейчас многие как раз говорят о том, что под дело ЮКОСа перекраивается российская правоохранительная и правовая система. Вот есть примеры конкретные этому? Я бы сказал так, что она, я заранее извиняюсь за терминологию, она насилуется. Вот, не под дело ЮКОСа, а под интересы тех людей,
той части, так сказать, властных людей, околовластных, которым нужно, чтобы Ходорковский сидел всегда. Вот, и все остальные заложники, чтобы оставались заложниками. Примеров тому масса, понимаете, нет числа. Вот один из самых свежих примеров – это то, что обвинения, предъявленные Ходорковскому, как сказал Мосгорсуд в своем кассационном решении, это не обвинение в сфере предпринимательской деятельности в каком-то там тайном смысле необъясненном. Да? Это уже тиражируется, уже существуют другие дела в городе Москве, где опять Мосгорсуд в другом составе суда опять сказал, что какая же это предпринимательская деятельность, если он обвиняется в том, что он делал незаконно и в ущерб другим лицам. Значит, это уже нельзя считать предпринимательской деятельностью. И плевать на то, что люди, в отношении которых еще нет вступившего в силу приговора суда, это люди невиновные. Да? И будет ли она законной, или будет она незаконной, будут ли эти обвинения подтверждены, еще большой вопрос. Плевать тем самым на комментарий, который был дан на пленуме Верховного суда председателем Верховного суда. Точно. Нет такого простого выхода. Поэтому мы мучаемся, обсуждаем, ищем. Я напоминаю, что есть же еще сторона судебных дел, часть судебных дел по ЮКОСу, которые идут в европейских судах. И они не остановятся от того, что здесь будут приняты те или другие решения и достигнуты какие-то компромиссы в политической элите. Как вот могут разрешиться эти противоречия в позиции обвинений государства, как раз с учетом вот, исков и решений зарубежных судов? Возвращаясь к этой же теме с другого ее аспекта, о том, что там делает наше с вами государство от имени нас с вами, оно там врет, понимаете, и множит тем самым позор страны. Причем врет по-разному. В Хамовниках не было у ЮКОСа никакой нефти, потому что Ходорковский с Лебедевым ее всю похитили, все 350 миллионов тонн. А в Страсбургском суде Российская Федерация говорит совершенно официально, что ЮКОС нефтью владел, ЮКОС ее продавал, ЮКОС получал налогооблагаемую выгоду, должен был платить налогов, не доплатил налогов с этой самой нефти. Понимаете? Вот это позорище, оно вообще с чем сравнимо? Вот первым делом надо перестать врать. Понимаете? Ну, видимо, это самое сложное. Наверное, это вот самое сложное, но если этого не будет сделано, ну, трудно говорить о чем-то дальше другом, потому что то, что будет происходить в России, оно существенным образом влияет на то, что будет происходить в международных судах. Когда налогоплательщики, на ваш взгляд, вопрос Александру Аузану, поймут, что все это в принципе взаимосвязано на уровне понимания этих процессов? Налогоплательщики в России поймут это тогда, когда они поймут, что они платят налоги. У нас же люди до сих пор, по-моему, не догадываются, что те 13%, которые за них работодатель вносит, это их налоги. Сначала осознать, что ты своими руками отдаешь, а потом сказать, а что это я налоги отдал, а где дороги? А почему школа плохая? А почему процесс такой в коммунистическом суде? Совершенно верно, потому что это вопрос публичных услуг. Что у нас с безопасностью, что с правосудием, что с общественным благом. Для России выход состоит в том, чтобы жертвовать интересами отдельной компании. Я напоминаю, что когда вся драма эта разыгрывалась, российские компании, государственные компании по-разному относились. «Газпром» не взял себе эти активы, а «Роснефть» взяла. Ворованные брать вредно. И это очень важно для делового климата. Насчет российской компании уроки надо из этого извлекать. Из чужого опыта и из своего. Я считаю, что «Роснефть», которая взяла, ну скажем так, мягко говоря, спорную собственность на свои балансы, надо было быть всегда готовы отдать эту спорную собственность. Она может оставаться спорной еще 10 лет, но не исключено, что она будет отторгнута с деньгами за незаконное пользование чужим имуществом.